Сегодня мы научимся читать с вами табы или табулатуры. Это очень просто. Вы видите, что на рисунке видно 6 полосочек. Это обозначает струны. Нижнюю полосочку я нарисовала более толстой, чтобы вы запомнили, но вообще она такая же, как и все остальные. Нижняя полосочка – это 6-я струна, самая толстая. Верхняя полосочка – это 1-я струна. Важно знать, что зачастую номера струн обозначаются в кружочках. То есть, если вы увидите кружочек и цифру, это значит номер струны. Итак, 6-я струна – это самая толстая, 1-я – самая тоненькая. И табулатура пишется просто на струне какая-нибудь цифра, например, 0. Это означает, что на 1-й струне нам нужно сыграть просто открытую 1-ю струну. Затем может быть 3. Что означает 3? Это значит, что нужно прижать на 3-м ладу. 2. Если написано 2, то это значит, нужно прижимать на 2-м ладу 1-ю струну. Бывает такое, что, например, на одной струне написана одна цифра, а прямо под ней, например, вот здесь, написана другая цифра, или та же цифра на другой полосочке, на другой струне. Это значит, что эти две ноты нужно сыграть одновременно. 1-я и 6-я струна играются одновременно открытые. Потом играется 3-й лад на 1-й струне, 2-й лад на 1-й струне. И, допустим, мы запишем еще, вот, допустим, вот здесь мы тоже хотим сыграть какую-то струну одновременно. То есть мы играем вот это, я сейчас покажу, как это будет звучать. 1-я открытая, 6-я открытая. Щипаем одновременно. Затем у нас идет 3-я и открытая струна. Потом 2-я. Ну, вот и все. Можно также обозначать аккорды. Например, вот у вас может встретиться такое. 0, 0, 0, 2, 2, 0. Все струны заполнены. Это значит, что мы играем 1-я открытая, 2-я открытая, 3-я открытая, 4-я 2-й лад, 5-я 2-й лад, 6-я открытая. И у нас получился аккорд ми минор. Иногда встречается такое, что здесь такой как будто бы волнистая линия, и вот тут вот стрелочка. Это значит, что этот аккорд нужно сыграть от 6-й струны к 1-й. Иногда бывает, вот я напишу сейчас другой аккорд, например, 0, 1, 2, 2, 0. И стрелочку поставлю вот в эту сторону. Это значит, что нужно сыграть от 1-й струны, наоборот, к 5-й струне. У нас получается тут аккорд открытая 1-й лад, 2-й, 2-й. Это у нас ля минор получился. И мы играем его наверх. Если стрелочка не волнистая, вот сейчас мы сыграли такая, она как стиральная доска, та-та-та-та-та-там. Получается арпеджио это называется, арпеджированный аккорд. А если стрелочка просто у нас прямая, вот так вот тоже стрелка вверх, это значит, мы просто бьем по всем струнам, это как один удар по всем струнам. Если стрелка, соответственно, вниз, то мы как бы бьем по струнам от 1-й к 6-й струне. И сейчас я вам покажу. Вот, допустим, на примере ля минора. Стрелка вниз прямая. Стрелка вниз волнистая. Стрелка наверх прямая. Стрелка наверх волнистая. Вот так вот звучит. Иногда в табулатурах тоже сверху пишут названия аккордов. В этом случае у нас ля минор, ам называется. В этом случае ми минор, ам. Такое тоже бывает. И иногда еще пишут названия пальцев. Если автор хочет, например, чтобы вы сыграли вот это вот 3-м пальцем, тут сверху может 3 еще стоять, но это бывает реже. В табулатурах, как правило, аппликатуру не выставляют, но бывают исключения. Вот это, собственно говоря, все, что вам нужно знать о табулатурах для того, чтобы вы взяли любой материал и сразу взяли гитару и смогли прочитать, сыграть это на гитаре.